Чем больше я здесь нахожусь и хожу, то вот эта вот атмосфера, то, что здесь произошло, она больше всего накрывает тебя. Как будто в этой легенде, как будто ты в этой сказке. И такое ощущение, что я где-то опять здесь слышал свист. Я не знаю, может, мне кажется, или это ветер. Но, в общем, если я пропаду, то ищите меня здесь, в Хамеле. Я приехал в Хамель. Этот город известен своей ужасной историей о крысолове, который увел 130 детей. Это случилось в 1284 году. Вот, кстати, дом крысолова, а вот там вот рядом находится улочка, на которой нельзя играть никакую музыку. К сожалению, сейчас в этом доме находится индийский ресторан. Не знаю, почему индийский, почему не немецкий. Возле дома дудочника находится вот такая вот плитка в виде крыс, и она уходит как раз как путь, след по вот этой улице, где нельзя играть ни на каких музыкальных инструментах. Я сейчас нахожусь на этой улочке, на которой запрещено, чтобы играли какие-то музыкальные звуки. Вот дом дудочника. И я не знаю, насколько это сейчас актуально или нет. Дело в том, что вот дом дудочника, и вот здесь вот, если вы видите, это сигнализация. Ну, то есть, если что-то случится, то сигнализация на этой улочке, она сработает. И тем самым нарушится покой или, так сказать, негласное правило этой улочки. Вот эта сигнализация. Улочка это называется Бунгелозенштрассе. Вот как раз символ дудочника. А вот таблички, что здесь как бы якобы жил дудочник. Но я не знаю, насколько эта легенда правдивая, так как этот дом построен спустя 100 лет от этой истории. Хотя здесь на табличках написано, что здесь реально жил дудочник в 1284 году, и он находился на втором-третьем этаже. Кстати, изображение крысы или дудочника здесь везде. И вот сзади меня статуэтка индийской крысы, а я нахожусь на улице Покупа, как так называемой Айнкаufштрассе, Хамельна. Здесь малолюдно, людей почти нет, но все открыто. И вот посмотрите, сувениры. Здесь это вот крысы. Вот крыса. А вот как настоящая крыса. То есть здесь это везде. Конечно, вот эта вот плитка, вот этой вот крысы, здесь они встречаются повсюду. Я, конечно, такого нигде не видел. Вот это вот на Айнкаufштрассе. Кстати, дом дудочника, вот он. Он находится в начале, прямо на этой Айнкаufштрассе. Дома здесь красивые, аутентичные. В общем, коротко об этой легенде. В 1284 году Хамель заполонили крысы. Здесь было очень много крыс. Горожане не знали, что делать, но объявился дудочник. Он был как бы иногородний, он пришел в этот город, и он сказал, что за определенное вознаграждение он освободит этот город от крыс, то есть он их уведет. И мэр города как бы сказал, хорошо, да, и дудочник с помощью дудки, он увел этих крыс, как я понимаю, в гору или на реку Веза, которая протекает через Хамель. На следующий день, когда дудочник пришел к мэру города и говорит, давай мне мое вознаграждение, то мэр сказал, что какое вознаграждение? Все, я тебе ничего не заплачу. По другой версии, мэр обещал дудочнику заплатить золотом, но в итоге заплатил серебром, что, понятно, как бы обманул. И в отместку за это дудочник с помощью дудки
увел детей, он начал играть эту свою мелодию, которая заманивала все и вся, и тем самым увел детей с города, и после этого этих детей никто никогда не видел. Но вроде как сказка, но на самом деле это ужас. То есть представьте, вот у вас были дети, после этого они пропали. И поэтому на этой легенде очень много театральных постановок, очень много фильмов ужасов. Вот последний фильм я смотрел, называется «Дудочник» 2024 года. И здесь же на улице Покупок находится статуя дудочника. Она сделана в виде фонтанчика. И здесь же рестораны, то есть стоят стулья, и люди здесь отдыхают. Вот так вот выглядит статуя. И, естественно, эта статуя здесь местная достопримечательность. В общем, мне понравилась одна из таких крыс. Она в виде плитки, которая находится внизу, стоит 5 евро. Вот сейчас я ее куплю. В общем, я купил вот этот вот магнитик, и он копия, как плитка, вот здесь вот. То есть это маленький магнит, это, конечно, большая плитка, но они очень идентичны, очень похожи. И там же в магазине продавался вот такой вот ликер 50 градусов, называется «Убийца крыс», Rotten Killer. Написано, что по оригинальному рецепту из Хамельна. Интересно попробовать его, как он будет. Ну, 50 градусов, 20 миллилитров. Но вполне еще нормально, кстати. Я думал, что он будет мощнее. То есть здесь 50 градусов сильно не чувствуется. А это вот музей Хамельна. И вот это вот стоит сам дудочник. Здание, конечно, очень красивое. А это вот статуи девочки, наверное, одного из детей, которых увел дудочник. В общем, музей стоит 6 евро, и сейчас я в него зайду. Дудочник здесь везде. В общем, я зашел в этот музей. Здесь рассказано о дудочнике и о самом Хамеле. В общем, я в комнатке, где все о дудочнике. Вот сзади меня такая интересная скульптура, дудочник в виде гусениц. Здесь же ботинки, как я понимаю, которых он увел. И очень много картин и статуй самого дудочника. Вот, к примеру, тоже статуя дудочника. Кстати, а здесь дудочник изображен в виде смерти. И он играет на кости. А это вот настоящая обувь, которая была в 1300 году. Старый город Хамельна. Он тогда был такой круговой, и здесь был ров с водой. Вот это вот литургическая книга в католической церкви, а это статуя святых, а это монеты Хамельна. 1556 год, серебряная монета. Вот такой вот вид с музея. Вот эта девочка, возле которой я был. А вот сейчас здесь вот находится музей, а раньше это было Ляйстхаус. Музей достаточно большой, здесь можно бесконечно ходить, все интересно. Здесь всякие экспозиции, войны, средние века, религиозная тема, христианство. И всего, конечно, вам в блоге, в этом видео не покажешь. А это вот сценки с дудочника, мероприятие, которое проходит здесь, кажется, 26 июня каждый год, где дудочник как бы уводит вот этих вот 130 детей.
Я никогда не знал, что Мерседес раньше производил печатные машинки. А это вот старая школьная парта. Мне вот нарисована каллиграфия, как нужно писать. И здесь же вот, как и все дети, выгравировано что-то. В общем, я только что вышел из этого музея. Там много что смотреть. То есть я думал, что там будет все о дудочнике крысолове. Нет. Там полная история о Хамеле. И там вот раз, два, три, четыре, можно сказать, 5 этажей. Все не обойти на самом деле. Для того, чтобы все внимательно посмотреть, нужно 2-3 часа, это минимум. И вот это вот все стоит 6 евро. Можно сказать, что вообще музей бесплатный. Рядом с музеем находится вот такое вот здание. Там сейчас располагается кафе музея. Называется музеем-кафе. Очень красивое здание. И на нем вот такие вот маленькие фигурки. Каждая фигурка не похожа на другую. И вот над фигурками находятся животные. Вот посмотрите. А вот здесь вот кот находится. А вот эти вот фахверки очень похожи на фахверки в Целе. А это вот обратная сторона Hochzeithaus, так называемого свадебного дома или дома мероприятий. Конечно, здесь кажется, что время остановилось. Здесь везде эти мыши, крысы. Один из символов города. А это церковь Святого Николая. Она очень похожа на церковь в Цюрихе. Вот это вот Hochzeithaus. И здесь вот 3 раза в день из этих вот створок появляются фигурки, которые рассказывают историю о дудочнике. Кстати, история о дудочнике здесь на всех языках. Вот французский, пожалуйста, вот английский, ну а вот немецкий. И вот эти вот крыски здесь также везде. Это вот сушеное соленое тесто, из которого сделаны вот эти вот мыши. А вот фигурки дудочника. Кстати, стоят недорого. 7,95, 8 евро. В общем, я стою возле вот этого Hochzeit дома. Я не удержался. Купил себе фигурку дудочника. И вот такой вот тоже магнитик. Здесь прямо все пронизано вот этой вот легендой. И тяжело не удержаться, что-либо купить здесь. А сейчас жду, осталось 10 минут, когда вот оттуда появятся фигурки. Они появляются в 13:05, в 15:35 и в 17:35 каждого дня. В общем, представление это закончилось. Посмотрите, сзади меня сколько людей. Здесь расположены лавочки. И сюда люди приходят, садятся и смотрят вот на эту вот красоту. Вот это вот представление с фигурками, оно состоит из 2 частей. Первая часть это когда дудочник в зеленом одеянии, и он как бы по дудочке уводит крыс из города. После этого отставни так сказать, закрываются, потом открываются, и дудочник уже в желтом одеянии, он также играет на дудочке, сзади него идут дети, которых он также уводит, как и крыс. Как я понимаю, вот это вот место, где находится этот Hochzeithaus и церковь Святого Николая, это самый-самый центр города. И здесь же находится карта, вот карта Хамельна. И вот я сейчас нахожусь вот здесь вот.
Вот это церковь Святого Николая. Это Хохцайтхаус, откуда было вот отсюда это представление. А это вот Айнкауфштрассе. Ну и вот это тоже, можно сказать, Айнкауфштрассе. И как бы весь город, вот он такой вот небольшой старый город. А это также вот церковь, но она сейчас на реставрации. Кстати, вот это вот обратная сторона музея. И обратите внимание вот на эту вот стену, насколько она кривая, она не прямая. То есть это говорит о том, что это настоящий фахверк, не новодел. Тут даже реклама с дудочником. Смотрите, какие здесь красивые улочки, все из фахверков. Вот сзади меня также дом, это старый фахверк, и у него также наклонена стена. Вот если посмотреть, то вот эта вот стена, она вот такая, она косая. То есть она не ровная, вот ровная стена, а это косая, и она как бы потом вот выпрямляется. То есть это говорит о том, что это фахверк оригинальный, не новодел. Его просто реставрируют, но вот стену, я не знаю, можно выправить нельзя, потому что над ней также другой этаж, и чтобы это все, наверное, не рухнуло. И вот на информационных стелах также знак дудочника. А это вот сзади меня так называемый бюргерхус. Это здание или дом зажиточного горожанина. Это ж сколько нужно трудов и стараний, чтобы поддерживать его в такой красоте. И здесь вот от него идут вот такие вот красивые улочки. Что здесь, что здесь. Кстати, весь мир сейчас сходит с ума с этих игрушек Лабуду. А здесь они за 8,50 в киоске каком-то. Не знаю, подделка это или нет. Вот еще какой-то непонятный магазинчик, где также продается это Лабуду. А вот еще одно знаменитое здание, называется Ратенкруг. Вот такой вот весь Хамель, состоящий из таких вот фахверков. Весь центр Хамеля состоит вот из таких вот примерно фахверков. Все как будто декорации для театра или для фильма какого-то. То есть кажется, что город не настоящий, и здесь время остановилось. И плитки с этими крысами встречаются везде. Вот смотрите, вот это вот Айнкауфштрассе, вот этот вот фахверк, и какие здесь улочки. Вот они все такие. То есть вот дальше идут точно такие дома. И рядом с улицей Покупок находится собор святого Бонифаустера. Он сейчас на реконструкции, там сейчас делают, реконструируют шпиль его. Но вот этот собор с его розой чем-то напоминает собор Парижской Богоматери в Париже, Нотр-Дам-де-Пари. Очень жаль, что церковь сейчас реставрируется, одна из ее башен, а вот это вот сзади меня Везер. Я сейчас приехал на смотровую площадку, называется Клют-Турм, то есть здесь, отсюда, здесь находится башня, вот такая вот панорама на весь Хамель. Вот так вот он выглядит. Обратите внимание, вот церковь Святого Николая, то есть это центр города. На самом деле Хамель вот такой вот небольшой, но очень и очень яркий. И здесь же на этой обзорной площадке находится вот такая вот башня, так называемая Клютурм. Но вид сзади на город очень-очень красивый. На видео оно может не так видится или не так смотрится, но вживую очень красиво. Кстати, а вот это вот сзади меня кусты ежевики. Здесь ее почему-то очень-очень много. Она сейчас как раз созрела, вся черная. А в магазине она стоит где-то 15-17 евро килограмм. А здесь она бесплатная. Причем вообще во всем вот этом вот лесу, где я сейчас нахожусь, на этой смотровой площадке, вдоль дороги растут кусты вот этой ежевики. А вот сама башня. У нее такая лестница. О, здесь, пожалуйста, можно купить пиво и забраться на башню. Смотрите, вот это вот все кусты ежевики. Вот это вот понад дорогой, так вот полностью спелая ежевика.
Да, изображения крыс здесь везде. Такое ощущение, что уже сейчас нужно также вызывать или просить этого дудочника, чтобы он избавил этот город от крыс. А вот дудочник, который ведет за собой детей. Вот так вот выглядит Ротхаус. Смотрите, здесь даже на светофорах дудочник вместо пешехода. Практически на каждом доме здесь изображение или крысы, или дудочника. А это герб Хамеля на люке. Интересно, почему здесь не изображена ни крыса, ни дудочник? Начинает потихоньку темнеть, и много людей сейчас уже сидят в кафешках, отдыхают после работы. Жду, когда сейчас зажгутся ночные фонари, хочется посмотреть на эту ночную сказку этого города. Все магазины на улице покупок уже закрыты, остались только дёнерные и открытые ресторанчики. Меня очень поражают эти велосипедные стойки для велосипедов в виде велосипедов. А вот этот мост с водопадом и с крысой наверху. Уже почти потемнело, и улочки здесь становятся чуть другие. Смотрите, какие здесь входы во дворы. Они очень необычные. Прямо средневековье настоящее. Так вот заходишь, и вот здесь вот живут люди. А это вот Бюргерхус. Невероятно красивое здание. Ходишь по этим улочкам, и такое ощущение, что время остановилось. Невероятно все красиво. Особенно сейчас, когда еще не полностью потемнело, но уже зажглись фонари. Просто посмотрите, какая красота. Как здесь сказочно. И как здесь очень красиво. Да, Бюргерхус. Это здание. И вот улочки. Невероятно красиво. А вот так вот ночью подсвечен дом крысолова. Вот так вот выглядит улица покупок ночью. Людей немного, даже уже ресторанчики закрыты. Но здесь также играют вот сзади меня уличные музыканты. А вот музей, сейчас он выглядит вот так вот. Вот сзади меня дудочник. К сожалению, он никак не подсвечен. И он здесь стоит в полной темноте. Но часики наверху, как с фильма «Назад в будущее». Очень похоже.
А это макет, как было здесь раньше. Как мне нравится, что в Германии сохраняют свою культуру, сохраняют вот эти вот свои домики, их не сносят и не строят какие-то модные дома для богатых людей, потому что это самый центр города. И вот когда здесь ходишь этими улочками ночными и понимаешь, что здесь произошла вот эта вот легенда, то кажется, из каждого угла можно встретить или крысу, или дудочника, крысолова, который с детьми идет сейчас в гору.